Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить выбор жизни. И давайте все-таки, что у нас тут? Спустя несколько дней пути на горизонте мелькнула башня Академии. Ищем союзников. Вас встретил глава Академии и проводил в башню. Добрый вечер, Ваше Величество. Чем обязаны вашему визиту? Как дела в Академии? Дела идут, студенты учатся, зелья варятся, но вы уже не за этим сюда пришли. Я в курсе происходящего в королевстве. Окей, мне нужны солдаты. Понимаю, что Ваше Величество. Понимаю, Ваше Величество, но Академия не готовит солдат. За окном послышались громкие хлопки. Выглянув, вы замечаете группу студентов в сером облаке дыма. Что это было? Калистрат тяжело вздохнул. Студенты тренируются в изготовлении взрывных спор, Ваше Величество. Это мне подходит. Я в курсе вашей политики, Ваше Величество. Вы действительно хотите взять моих студентов? Многие из них и 14 зим не видали. Нет. Это действительно плохая идея. Успехов в войне, Ваше Величество. Ну, вот так. Потому что старые шахты. Чё тут? Вашему отряду потребовался отдых, и вы остановились в окрестностях старых шахт. Наверное, я тупанула. Наверное, надо было их все-таки брать, но я как обычно. Утреннюю трапезу прервал начальник стражи. У меня там все нормально. Идет запись. Хорошо. Выслушай доклад. Ваше Величество, солдаты окружили лагерь бандитов, но их там целая сотня. К счастью, у нас есть преимущество, им некуда бежать. Они могли бы воевать за нас? Простите, но это неразумно. Какие из них могут быть воины? Бандиты прислали переговорщиков, и лицо показалось вам знакомым. Так, снова ты, братец, значит уже король. Вечно тебе достается все самое лучшее. А ты все разбоем и промышляешь. Люди по-разному зарабатывают на жизнь. У тебя свои подданные, а у меня свои. Пусть твои люди дерутся за меня. Альрик прищурился, как будто вы несете полный бред, но потом ухмыльнулся и ответил. Разве кто-то начинает так разговор? А выпить? Выпить. Девиант. В армейском лагере царит недоумение. Король выпивает вместе с преступником. Где такое видано? Так надо. Мнение окружающих для вас просто ничто. Да прям. По вашему приказу в палатке поставили большой стол и принесли разнообразные напитки. Вскоре стемнело, стража оставила вас наедине с Альриком. Говорим об отце. Альрик нахмурился и залпом выпил бутылку вина. А чё об этом козле говорить? Кинул мать мою беременную. Такой вот был король. Печальная участь. Не беда, у меня есть ты. Хорошо у тебя вино, братец. Не то, что ты ослиная моча из таверны. Да, ослиная моча. Не то, что ослиная моча из таверны. Ты бы и сейчас меня убил? Нет, больше за тебя денег не предлагают. Кто пытался меня убить? Понятия не имею. Я общался только со связным, который все время сбегал в пещеру. А затем, как ты помнишь, он убил всю мою команду. Ладно, давай о деле. Альрик громко рыгнул и похлопал брюхо. Боже, чел. Хорошо, теперь можно и о делах. Что-то план у тебя дебильный. Как ты собираешься переманить на свою сторону убийц, грабителей и прочую шваль? Ты пойдешь и уговоришь их? Ну, допустим, а что дальше? Что я им скажу? За что им драться? С честь? Айрик смеялся так, что чуть не упал со стула, но потом стал серьезным и достал монету. Видишь это? Это деньги, они материальные. А ваша честь — это пустой звук, не лучше моего пердежа. Тогда за деньги. Вы пообещали щедро заплатить из казны, когда вернете свой замок. А мне, кстати, что с этого? Ну, я тебя не казню. Отлично, узнаю родную кровь. Пойду поговорю с этими охламонами прямо сейчас. Альрик отправился на переговоры с бандитами, прошло несколько часов. Я жду. Проходит час томительного ожидания, вокруг подозрительно тихо. Недалеко от лагеря бандитов вы нашли изрубленное тело Альрика. Получается, ваши предложения не были приняты. Оу, щет. Бандиты начали прорывать... как так? Прорывать окружение с боем. Битва выдалась тяжелой, полегло много ваших солдат, а из шайки бандитов не выжил никто. Охрененно, продолжить путешествие. Получить нового союзника не вышло. Я, как уже говорила, я не буду это перепроходить и... не знаю. Вы вновь в лагере близ замка. Торик, осведомлен о вашем прибытии, уже явился, чтобы выслушать вас. А я еще ищу союзников. Еще ищу. Дремучий лес. Честно.
Мой король, мы поймали беспризорника за воровством армейских припасов. Что прикажете делать? Он был один? Еще несколько убежали в лес. Местные говорят, их тут полно. Приведите. К вам приходит беспризорника по имени Сиги. Он удивленно осматривает палатку и ковыряет в носу. О, вау, как у вас тут богат. А можно мне этот меч посмотреть? Сколько вас тут? Вы рассказали, что собираете союзников для войны, и вам нужны люди. Да, они разбегутся при виде ваших солдат, даже слушать не станут. А тебя послушают? Меня тоже нет. Старшего слушали, его боялись. Но сейчас он помер. Веди меня к ним, значит. Сиги провел вас с небольшим отрядом через лес. Правда, когда вы прибыли в лагерь, все беспризорники попрятались по кустам и залезли на деревья. Как жители своего королевства, я призываю вас. С одной из сосен вам в голову полетела огромная горящая шишка. И вы закончились на этом. Еще раз. Он был один. Приведите. Сколько? Веди меня к ним. За 3 галлии. Вы отчаянно трясете короной и золотыми украшениями, но все это не производит никакого эффекта. Прекратить. Вы приказали солдатам отловить подростков, но внезапно услышали громкий вой и хруст веток. Вокруг стало неестественно темно. Король, надо прятаться. Леша идет. Если победим его, то нас зауважают. Сиги уже спрятался в кустах далеко от вас. А, да. Как вы собираетесь его победить? Нас убьют быстрее. А почему он злой? Сиги почесал затылок. Не знаю, правда. Вон, мы когда пару деревьев на дрова срубили, так он половину наших сожрал. Скажи ему, что мы перестанем рубить лес. Ага. Может, сами с ним поговорите. Действительно, я король. С этой мыслью вас смело направили на звук, но у вас прилетело выкорчеванное бревно. Что за... Хорошо, я сейчас быстренько это все пропущу. Я не знаю. Так ты такая, что ты лидер. Теперь и Сиги задумался. Ступай. Это приказ. Сиги засмеялся, но потом принял решение. На глазах сверстников он направился прямо в сторону Лешего и вскоре пропал в темноте. Из темноты доносится недовольное хрипение и хруст веток. Направить помощь. Вы прервали разговор Сиги с Лешем и вступили в бой. Да почему? Загрузить. Еще раз. Я не буду их прерывать, значит. Ждать. Вы слышите громкий рев, звук сильного удара об дерево. Ждать. Вы очень надеетесь, что это не Сиги. Послышался вопль Сиги. Послать подмогу. Вы прервали разговор. Сука, почему? Я не буду, я не согласна, я... Блядь. Все отлично, все хорошо. Хорошо, все, я буду ждать до последнего. Я не пойму, эта игра надо мной издевается, или что она делает, или зачем она это делает, или почему она это делает. Я жду. Я жду. И я сейчас жду. Звуки утихли. С довольным видом и с маской из оленьих рогов из кустов выходит Сиги. Завидев это, беспризорники выскочили из укрытия и заскандировали его имя. Поздравить. Даже самые старшие беспризорники зауважали Сиги. Что за маска? Дар Лешего – знак нашей дружбы. Я дал слово, что вы прекратите вырубать лес. Ну, теперь ты главный, получается, вдохновитель. Вы договорились, что Сиги поведет беспризорников за вами, а взамен вы действительно перестанете вырубать лес и дадите беспризорникам свободу. Вы верите в силу людей, помогаете им стать лучше. Вдохновитель. Супер. Супер, спасибо. С 4-й попытки. Мой король. Пара недель упорных тренировок, и мы сделаем из этих беспризорников настоящих бойцов. Отлично. Знамя беспризорников. Ваша армия пополнилась отрядом беспризорников, и вы продолжили путь. Шоп его, конечно, леший, да. Все, я готова, иду на бой. Конечно, я там немножко, получается, протупила. А Торок, мы готовы.
Торг довольно осматривает ряды новых бойцов и отдает распоряжение подготовки. Осада начнется завтра. Пожалуйста, давайте не надо меня опять заставлять делать кучу всякой непонятной фигни. Ваше Величество, войско Александра начало штурм замка. Пора и нам вступить. Победим ли мы? Обещаю, наши солдаты принесут себя в жертву, дабы принести вам победу. Армия выступает из лагеря в полной боеготовности. Через полчаса вы оказываетесь у стен замка, где Александр уже успешно штурмует стены. Оценить. Войско Александра прорвало оборону западной стены и ведет на ней ожесточенные бои. Атака на восточной стене почти полностью задохнулась. Вы отправляете отряд разведчиков проверить ход в замок, который раньше использовали убийцы. Проход завален, сир. Похоже, южане постарались. Курва. Матершинник. Полководец аж вздрогнул. Все знают, какое слово вы говорите первым. Неправда. Войско Александра... Угу. Я грыбашу восточную. Восточную стену обороняют плотные ряды лучников, но есть и хорошая новость. Брошенная осадная башня. Мы можем ее использовать. А ну назад. Западная. Здесь придется сражаться с южанами и войском Александра. Будет сложно пробиться, но это может ослабить сразу две армии. Блядь, я не знаю. А таком здесь. Остатки осаждающих еще пытаются преодолеть стены, но большинство из них погибает или бежит. Полуразрушенная осадная башня выглядит отличным вариантом забраться на стену. Тролли. Троллям хватило пары толчков, башня бодро покатила вперед. Осадная башня врезалась в стену, из нее хлынули ваши воины. Наконец, вы с отрядами забрались наверх. Самое время выбрать направление для основной атаки. Так, справа у нас южане установили на башню баллисту, которую вы заметили только сейчас. Эта машина бьет по стенам, сметая ваши войска. Тролли! Тролли не успели подняться на стену, это сыграло вам на руку. Их удары заставили стену трястись, что ненадолго вывело баллисту из строя. А что у меня там появилось сейчас? Хз. Героически игнорируя обстрелы баллисты, ваши солдаты прорвались к башне, преодолели в ней брешь. Осталось послать отряд внутрь, чтобы окончательно разобраться с адской машиной. Беспризорники? Беспризорник не так опытный, как солдаты Юга. Задача выполнена, но вы теряете весь отряд. Почему, блять? Почему? Дикий виск произошел сейчас, я знаю. Ну, блять, ну... Давай еще раз. Ладно. Нет, давай еще раз. Давай еще раз. Давай. Еще раз. Я готова. Все, я не буду ничего. Сейчас это быстренько пройдем и все. К победе. Ценить. Тайный проход. Все верно. Восточная стена. Атакуем здесь. Толкайте. Атакуем справа. Тролли. Выделить своих людей. Ваши солдаты увязли в боях на башне, не смогли прорваться. С того какой-то момент у баллисты просто кончились снаряды. Я должна была пожертвовать либо своими опытными, либо вот этими вот неопытными. Это очень тупо. Это, блядь, очень тупо. В таком случае, конечно, лучше ничего не делать. В этой игре лучше ничего не делать. Вообще лучше ничего не делать и все. Сори. Зачистить всю стену. Баллиста уничтожена. Стена почти под вашим контролем. Не утихают лишь мелкие стычки. Стоит послать еще отряд, чтобы укрепиться в замке. Паладины, солдаты, ополченцы. Я грыбашу, скажи мне, пожалуйста. Ополченцы. Ополченцы рассредоточились вдоль всей стены небольшими группами. Это приносит успех, но ценой больших жертв. Сори. Наконец, все ваши солдаты и союзники преодолели стену, вы вернулись в свой родной замок. Мастер осад. Двор полностью заполнили тела королевских солдат и южан. Половина здания объята пламенем из этого зрелища, и от этого зрелища сжимается сердце. Ваше Величество, я займусь зачисткой двора и зданий, но битва не закончится, пока мы не лишим враговых полководцев. Где они? Торок указал на ворота сада, куда Александр пробивается с рядами своих воинов.
Где моя королева? Солдаты отправились проверять казематы. Сир, мы обыскали казематы. У меня плохие новости. Ее Величество Серпантина. Мы обнаружили ее мертвой в одной из камер. Это определенно дело рук южан. Собраться с силами, соответственно. Торик положил руку вам на плечо, но его сопереживание не сделало вам легче. Придя в себя и переведя дух, вы собрали отряд гвардейцев и двинулись во двор. Они заплатят за все, что отняли у меня. Ваши солдаты организовали небольшой лагерь около стены. Здесь помогают раненым, а уставшие копят силы. Кто-то даже устроил пьянку. Осмотреть раненых. Вдоль стены на носилках расположились раненые солдаты. Можете ли вы им помочь? Лекарь. Вам объясняют, что таких у вас нет. Стоило подумать раньше, взять в свое войско лекаря. Вы уже решили двигаться дальше, как вдруг из казармы выбегает низкий мальчик с бородой и врезается в вас. Ты потерял маму, чел. Карлик пнул вас до подоспеху и тут же скрылся. Да просто сори! Сори, я не знаю, или что, или куда. А, это заново? Хорошо. Заново, так заново, хорошо. Секунду, я поставлю паузу. Короче, я, наверное, просто выберу подбодрить уставших. Обессилевшие, отчаявшиеся солдаты собрались в одну кучу. Они подавлены, пытаются хоть как-то взять себя в руки. Мы почти победили. Солдаты повидали ужас, творящийся во дворе. Теперь они хотят просто выжить, не то чтобы победить. Дайте ему топор. Теперь в вашей гвардии служит бравый карлик с двуручным топором и длинной бородой. Это повеселило солдат и подняло боевой дух. Выйдя к центру двора, вы наблюдаете кашу из сражающихся солдат. Настоящая королевская битва. Прорваться к саду. Гвардейцы выстраиваются вокруг вас, защищают от шальных атак. Вы медленно двигаетесь к цели. На ваш строй со всех сторон налетают случайные солдаты, даже ваши воины, которые не узнали королевскую гвардию. Пойти самому. Гвардейцы вымотались в такой мишени, не могут действовать эффективно. Вы приказали рассредоточиться и дальше идете один. На вас смотрят как на героя. Вы почти добежали до сада, но кто-то сбивает вас с ног. Это защищенный кольчугой южный воин. Он смотрит на вас и довольно улыбается. Стремительно ударить. Совершив рывок, вы подняли и проткнули южанина. Судя по ощущениям, вы проткнули кого-то еще за его спиной. Окей. Наконец вы добежали до сада. Впереди у фонтана сражаются Александр и Сергий. Вокруг несколько мертвых рыцарей и больше никого. Прервать дуэль. Вы со звоном достаете меч из ножен. Александр и Сергио заметили вас, отдалились друг от друга и пристали нападать. Обратиться к Сергио. А вот и король северных варваров. Не лезь, я займусь тобой после мальца. Окей, обратиться к Александру. Вы здесь, как вы? Слушайте, мы сейчас враги, но прошу, помогите мне убить Сергия. Помочь. Вы становитесь с Александром плечом к плечу, но даже так Сергио выглядит уверенным в себе. Александр выставляет свой меч вперед и бежит на врага. Александр совершает обманный маневр, и из-за его спины совершается выпад. Совершайте выпад вы. Ваш клинок поразил Сергио грудь. Вы, северяне, не знаете, что такое честь. Вытащить клинок. Сергио умирает, захлебываясь всяким разным. Александр смотрит на вас, но боится сделать первый шаг. Казалось бы, вы враги, но сейчас это словно не ощущается. Александр, почему? Александр вышел из ступора, сразу изменился в лице. Теперь в его взгляде чувствуется гнев. Ты никчемный правитель, братик. Ты проиграл южанам и позволил им опозорить нас, потеряв замок. Я проиграл битву, но не войну. Александр рассердился и громко топнул ногой. Благодаря твоему неумелому командованию мы сейчас здесь. Возвращаем то, что и так было наше, а могли бы удвоить наши земли. А ты предал меня в самый ответственный момент. Я больше не мог ждать, пока ты поумнеешь. Ты развалил наше королевство изнутри, нужно было что-то делать. Ты думаешь, это так просто? Неважно, отступать мне уже некуда. Мы решим, кто будет королем здесь и сейчас. Я прощу твое восстание, если ты как бы согласишься вот нормальным быть. Александр присел и задумался. В его взгляде проскользнула надежда. Но ты не можешь вернуть все, как было раньше. Народ разделен, а королевство в разрухе. Ты мне поможешь. Титул получен семьянин. Именно это Александр хотел услышать. Ему не нужна была эта корона. Он понимал, что вряд ли сможет что-то один, а это восстание было лишь отчаянным шагом. Нет ничего сильнее семьи. На щеках Александра выступили слезы. Он бросил меч и упал на колени, не в силах сказать хоть что-то. Это все еще маленький мальчик, переживший множество ужасов и желающий делать правильные выборы. Прямо как вы, когда начинали этот путь. Александр, мы победим. Битва закончена, и больше не будет ни одной бессмысленной смерти. Вы протягиваете руку Александру, он ее пожимает. Вместе вы освобождаете пленных и громите остатки южан. Неужели?
Прошел год тяжелой работы над восстановлением королевства. Наконец вы вернули ему былое величие. Праздник прервал ваш новый главнокомандующий Александр. Ваше Величество, я принес хорошие новости. Александру так и не терпится поделиться с вами новостями. Мы прогнали остатки южан с восточных земель, границы восстановлены. Ты заслужил награду. Вы пожаловали Александру управление восточным уделом, теперь он именуется Маркграф Александр. Место вашей десницы занял юный Александр. Пережитый конфликт сплотил вас, и вы стали друзьями до конца жизни. Вместе вы усилили ваши сильные стороны и компенсировали слабые. Вы сделали королевство способное простоять века и принесли мир между севером и югом на долгие годы. Все? Реально? Все? Ах, блядь, это все. Это и the end, the end. Финалочка у нас получилась неожиданно. Ну, хотя с какой стороны посмотреть, это не важно. То, что я реально не понимаю некоторые моменты тут, это, конечно, ладно, но, во-первых, Серпантина что, реально скончалась? Реально? Неожиданный поворот вот это был, во-первых. Во-вторых, это хорошая концовка получается? Или что это получается? Ну, это, походу, хорошая концовка считается, но... Ну, я не знаю. Это... Я даже не знаю, что сказать. Я не могу сказать, что я получила очень большое удовлетворение от игры, и я не могу сказать, что она мне прям очень сильно понравилась, и вообще, в принципе, как-то понравилась. Ну, она неплохая. Она неплохая, но мне немножко наскучила, и конец тоже такой, типа, ну, мы победили, и я такая с семьей, и все. Типа, это вроде как хорошая концовка, только Серпантина, правда. Чуть-чуть, да. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, это не хорошая концовка, я не знаю. Ну, короче, как-то так. Напишите свое мнение об игре, о концовке, которую мы получили. Но для меня это было как-то... Ну, типа, если сравнивать с прошлой частью, прошлая мне понравилась больше. Она намного короче, но при этом она, ну, не так поднадоела мне и не так, ну, не знаю, там более такая концовка, знаете, ну, как раскрытая, что ли. А тут, типа, мы такие играем, а потом, ну, все, как бы, вот конец, все хорошо, все в порядке. В целом, как я сказала, неплохо. Вот. Это, наверное, все, что я могу сказать. А вы свое мнение обязательно пишите в комментарии. Мне очень интересно почитать. И вот так мы и закончим эту серию. Спасибо вам, Пинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения. До встречи в следующих видео.